Здравствуйте! В данном видео хотелось бы поделиться с вами процессом вязания пинеток с косами на манжете. Эти пинетки вяжутся очень легко. Начинается вязание с манжета, затем эта часть, бортик и, конечно же, подошва. Эти пинетки у меня получились размером по подошве около 11 сантиметров. Эта часть получилась около 6,5-7 сантиметров. И высотой эти пинетки получились около 9 сантиметров. Процесс вязания данных пинеток вы можете взять за основу. При этом изменив какие-то моменты, возможно, косу по-другому провязать, либо изменив размер больше, меньше. Изменить можно также вязку здесь по-другому провязать. Все на ваше усмотрение. Эти пинетки провязывала я спицами номер 2 и использовала пряжу 50 грамм на 160 метров, 55 хлопка и 45% полиакрил. Также обязательно пригодится вспомогательные спицы для провязывания жгутов для манжетов. Итак, берите пряжу, спицы и приступайте к вязанию таких пинеток. Берем пряжу, набираем 30 рабочих и 2 кромочные петли. Всего 32 петельки на спице нужно набрать. Тридцать две петли набрано, и петли распределяются следующим образом: 1 кромочная, 10 петель платочной вязки. С этой стороны часть будет загибаться. Затем 2 петли изнаночной глади, 12 петель самой косы, 2 петли изнаночной глади и 4 петли вот эти вот платочной вязки и 1 кромочная. Итак, провяжем первый и второй ряд, которые затем будут повторяться на протяжении всего манжета. Первую снимаем, кромочная, 10 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 петельки изнаночные. 1, 2. 12 петель косы лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 2 петли изнаночные. 1, 2. 4 петли платочной вязки лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4. И кромочная последняя провязывается изнаночной. Вязание второго изнаночного ряда. Первую снимаем, 4 петли лицевыми. 1, 2,
3, 4. 2 петли лицевыми, причем провязываем петли, чтобы были прямые. Здесь провязывали за переднюю стеночку, а эти 2 петли за заднюю стеночку. Раз, два. 12 петель косы жгута изнаночными. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 2 петли за заднюю стеночку изнаночной глади и 10 петель лицевыми за переднюю стеночку платочной вязки. Последняя кромочная изнаночной. Теперь эти ряды повторяются, первый и второй, на протяжении всего манжета. При этом в каждом 12 ряду перемещение петель. Первое перемещение я делаю не сразу, а в 5 ряду. Третий и 4 ряд провязываем, так же, как выполнили 1 и 2. Вязание 5 ряда или 1 ряда с перемещением. 1 снимаем, кромочная, 10 петель лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 петельки изнаночной глади изнаночными. Следующие петельки, у нас всего 12 петель косы, половину, то есть 6 петель, снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. И жгут у нас будет располагаться таким образом. Если эти петельки оставить за работой, тогда жгут будет в обратную сторону повернут. Оставили перед работой, провязываем следующие 6 петель лицевыми. При этом петельку провязали и здесь пальчиком придерживаем. Три, 4. Придерживаем, чтобы это не упало. 4, 5, 6. Затем петельки со вспомогательной спицы переносим на рабочую спицу. Эту спицу убираем. Теперь эти 6 петелек косы провязываем также лицевыми. Раз, два, три, 4, 5 и 6. А дальше продолжаем 2 изнаночные петельки, 4 лицевые.
кромочная. Так мы с вами сделали первое перемещение петель, вот этот момент. Следующий изнаночный ряд провязывается так же, как и все изнаночные ряды, так же, как и второй ряд. 4 лицевые петли платочной вязки, 2 лицевые петли за заднюю стеночку изнаночной глади, 12 изнаночных петель косы. Тут можно петли эти не просчитывать, поскольку после косы идут лицевые петли. Их уже видно. Вот они, 2 лицевые петли изнаночной глади и 10 петель лицевыми платочной вязки. Кромочная, изнаночный. Дальше манжет провязывается, можно сказать, по такой схеме. То есть повторяются первый и второй ряды, а в каждом 12-м ряду идет перемещение. Я для себя вот так пометила, где перемещение петель косы. Соответственно, провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жгутов таких. То есть 7 перемещений. Выполняем дальше вязание полностью такого манжета. После того, как провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жгутов, вязание можно будет закрывать. В сантиметрах измеряю по косе, по жгутам, 19 сантиметров получилось. На что хочется обратить ваше внимание. Поскольку мы начинали перемещение петель не с первого ряда, а с 5-го, то есть 4 ряда здесь провязано, чтобы рисунок совпал, расстояние между жгутами должно быть 12 рядов. 4, а здесь перемещение петель и провязываем 7 рядов, чтобы у нас рисунок более-менее совпал. Что касается косы, она тянется в этом месте, но слишком широкое это место делать не стоит. В ширину 8,5 сантиметров получается, около 9 даже. Затем часть будет подгибаться, и в итоге получится 6,5-7. В общей сложности здесь провязано 84 ряда. Теперь эти петли нужно закрыть. Провязываем по 2 петли вместе лицевой за задней стенки. Получившуюся петлю одеваем обратно на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Таким образом выполняется закрытие петель.
Если вам удобно, можете выполнять 2 вместе изнаночной. Обязательно получившуюся петельку одеваем обратно на левую спицу и дальше провязываем. И вот она, часть петелек уже закрыта. Выполняем закрытие до конца. Завершающие 2 петельки провязываем вместе. И через получившуюся еще раз ниточку протягиваем. Делаем ее немного подлиннее и обрезаем. Подлиннее делаем для того, чтобы, когда выполнять будем сшивание, новую ниточку не делать, а использовать эти ниточки. На этом первый шаг вязания таких пинеток у нас выполнен. Приступаем дальше. Второй шаг вязания пинеток — это набор петель вот здесь и провязывание этой части. Так, берем манжет и с этой стороны между 2 лицевыми петлями из протяжки набираем петельки. 1 кромочная из кромочной, затем вязание растягиваем и через 1 набираем на спицу. 1, 2. Сейчас растянуть. Раз, 1 пропускаем, 2 пропускаем. Таким образом набираем на спицы петельки. Через 1, значит, у нас рядов всего 84. Значит, у нас получится 42 рабочие петли и по 1 кромочной с этой и с другой стороны. То есть в общей сложности должно получиться 44 петли. Выполняем набор. После того, как набор выполнен, берем пряжу, и ее нужно ниточку эту привязать здесь. Я беру крючок, протягиваю нить и завязываю узелок за первую петельку кромочную. Теперь провяжем 2 ряда лицевыми петлями. В данном случае первую петельку кромочную я провязываю. И затем все остальные провязываю лицевой. Провязывать можно как за переднюю, так и за заднюю стенку. Провязывайте так, чтобы было удобно. В 3-м ряду следует сделать отверстие для шнурка. Я делаю это следующим образом. Первую снимаю петельку кромочная, затем 1 лицевая, дальше 2 вместе лицевой, накид и повторяем: 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид.
Так до конца ряда. 2 вместе лицевой, накид, лицевая, две вместе лицевой и накид. Так до конца ряда. В завершение третьего ряда лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 3 последние петельки провязываю лицевыми, поскольку нет необходимости возле кромочной делать накид, делать отверстие. Затем 4, 5 и 6 ряды провязываем все петли лицевыми, причем накиды также провязываем лицевыми. Вот он накид, его лицевой петелькой. Накид лицевой. Далее мы будем провязывать с вами вот эту часть пинетки. Я провязываю на 14 петлях, затем их уменьшаю. На спице рабочих петель 42. 42 поделить на 3 будет как раз 14 петель. Обрывать здесь нить и переходить сюда не стоит. Провяжем 7 ряд, затем эту часть, а затем этот 7 ряд здесь завершим. Выбирать центральную часть можно меньше количество петель. Обязательно их делать центральными. Приступаем к вязанию. Первое кромочное снимаем. Эти 14 петель выполняем лицевыми. Поскольку у нас с этой стороны, назовем его бортик, он будет провязываться платочной вязкой. Этот ряд лицевой, поэтому и петли лицевые. Довязав до меточки, до центральных петель, метку убираем, а центральные петли будем провязывать изнаночными, поскольку у нас верх пинеточки выполнен изнаночной гладью. Центральные петли все изнаночные. Довязав до метки, метку убираем, а вязание переворачиваем. Здесь держим, чтобы спицы не убежали. С этой стороны, с изнаночной, эти 14 петель провязываем лицевыми. Причем первую и последнюю провязываем по рисунку. То есть, если это лицевая сторона, тогда и все петли провязываем лицевыми. Обязательно петли провязываем прямыми, то есть в данном случае за заднюю стенку. Можно просчитывать, ну а так оно в принципе видно. Последняя тоже лицевой.
Вязание опять переворачиваем. Третий ряд лицевой, но здесь изнаночная гладь, и все петли провязываем изнаночными, и первую, и последнюю. Таким образом провязываем 24 ряда. Можно записывать на бумажке, можно также меточки ставить. 10 рядов провязали, зацепили. Выполняем высоту 24 ряда. 24 ряда провязано. В следующих 3 лицевых рядах, то есть в 25, 27 и 29 рядах, нужно делать убавление 2 петель. Делается это следующим образом. Первая петелька провязывается, изнаночная, затем 2 вместе, изнаночной. Остальные петельки вяжутся, и в конце ряда также две вместе изнаночной и крайняя изнаночная. Так у нас уже получилось 12 петель. В 27 ряду убавление сделаем, получится 10, и в 29 ряду убавление 2 петель. На спице должно остаться 8 петель. Провязываем эти убавления. При этом 26, 28 и 30 ряды провязываем все петли лицевыми. В 31 ряд провязываем все петли лицевыми. Провязываем их лицевыми, поскольку верх у нас уже провязан, вот эта часть, а эти петельки, это уже будут относиться к боковой части, к бортику. Теперь с этой стороны нам нужно набрать петли. У нас получилось 30 рядов, значит, набирать нужно 15 петель. Плюс одну петельку набираем в этом месте, чтобы не было дырочки. Отверстия здесь никакого не получилось. Вот оно, это место. Если здесь петельку не будем набирать, тогда здесь будет некрасиво. В принципе, можно набирать еще больше петель, если есть необходимость. А далее, таким образом, как удобно, так и набираем через одну петельку. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Теперь завершить вязание нужно лицевыми петлями. Причем провязывать лучше не как удобно,
Если будем так провязывать, тогда край будет некрасивый этот, и будут отверстия, дырочки. Поэтому провязывать эти петли сбоку, которые только что набрали, лучше скрещенными. То есть, если петелька так у нас располагается, тогда провязывать ее за заднюю стенку. И еще можно дополнительно просчитывать, чтобы было все верно. Раз. Вязание здесь тугое. 2. 3. Если будет здесь более свободно, тогда, возможно, некрасиво, неаккуратно может получиться. 4. 5. Провязываем эти 16 петель, эти 14 петель и кромочная изнаночной. Провязав здесь до конца, вязание переворачиваем и провязываем петли лицевыми. 14, 16 и 8 петель. Первая кромочная снимаем, а остальные лицевые. И крайнюю петельку тоже провязываем лицевой. Теперь мы имеем такой вид. И нам нужно с этой стороны набрать столько же петель на спицу, сколько набирали с этой стороны. То есть также 16. Здесь петельку набираем. И с боковых 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и 16 здесь набрать. Затем эти петли 16 и 14 провязываем все лицевыми, кромочной и изнаночной. Стараться с этой стороны провязывать так же, чтобы петельки у нас были не прямыми, а скрещенными, как с той стороны делали. Чтобы у нас получилось более аккуратно сверху. Выполняем вязание здесь до конца. Теперь у нас на спице должно получиться 14, 16, 8, 16 и 14 петель. В сумме это получается и плюс 2 кромочные еще, всего 70 петель. На этих 70 петлях провязываем 8 рядов платочной вязкой и получим вот этот бортик. То есть все петли провязываем лицевыми в лицевых рядах и в изнаночных.
Выполняем вязание 8 рядов платочной вязкой. После того, как 8 рядов платочной вязки провязано, можно приступить к вязанию самой подошвы. А можно сделать окантовку между бортиком и подошвой. Вот такую окантовочку. Делать можно маленький, аккуратненький, можно сделать побольше. Я провязываю лицевой гладью, можно провязывать изнаночной гладью. Я провязываю 6 рядов лицевой гладью, то есть лицевые ряды лицевыми петлями, изнаночные ряды изнаночными петлями. Выполним вязание 6 рядов лицевой гладью. После того, как провязано необходимое количество рядов для кантика, ниточку обрезаем и вставляем ее в иголочку. Затем выполняем сшивание этого кантика. То есть получается, ряды провязаны у нас 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Захватываем петельку первого ряда, и захватываем петельку последнего ряда и затягиваем ниточку. Узелки при этом не делаем, просто нить стягиваем. Так выполняем сшивание всего кантика. Стараемся иголку вводить таким образом, чтобы не в нить вводить ее, а за нить. Выполняем сшивание до конца. В завершении сшивания делаем узелок. Нить пока можно не обрезать. На этом второй шаг, второй этап вязания наших пинеток выполнен полностью. Теперь приступаем к третьему шагу, к вязанию подошвы. Третий шаг вязания пинеток – это вязание подошвы. Для вязания подошвы разделяем наши 70 петель на 2 спицы. Располагаем изнаночной стороной пинетки к себе, затем на левую спицу переносим 4 петли. Так мы получаем центральные 8 петель здесь. Теперь при помощи крючка берем пряжу и за первую петельку нить захватываем и привязываем. Теперь приступаем к процессу вязания подошвы.
Первую петельку мы провязываем. Лицевая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Мы начинаем с 8 петель, так же как и закончили с 8 здесь. А затем нужно сделать прибавление таким образом. Для этого вязание теперь переворачиваем. И провязываем 9 петель. При этом первую снимаем не провязанной и ее считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующее 9. Вязание переворачиваем. Теперь лицевые петли. Прибавить также еще одну. Первую снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель. Вязание переворачиваем. Теперь изнаночные петли. Также прибавить еще одну. Снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Таким провязыванием у нас получается подошва будет изнаночной гладью. Самое главное в начале первый ряд сделать лицевыми и затем прибавление. Таким образом нужно сделать прибавление петель, чтобы в центре рабочих у нас оказалось 14 петель. Выполняем. Лицевыми петлями провязана центральная часть, и на спице сейчас 14 петель. Далее вязание переворачиваем, и прибавлений в рабочую часть подошвы достаточно делать. Теперь нужно провязывать таким образом, чтобы захватывались эти петельки, и вязание выполнялось таким образом. Для этого лицевой ряд, изнаночные петли. Первую петельку снимаем, обязательно подтягиваем нить, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и следующую петельку со спицы провязываем вместе, 2 вместе, изнаночный, поскольку ряд изнаночный. Теперь вязание переворачиваем.
изнаночный ряд, лицевые петли. Считаем также, первую снимаем петельку, нить подтягиваем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и следующую также провязываем 2 вместе. 2 вместе лицевой. Затем вязание переворачиваем и провязываем таким образом ряды, как и только что сейчас с вами провязали. При этом с этой стороны всего я отсчитала 18 петель и поставила меточку. И на этой спице точно так же. Это я сделала для того, чтобы когда эти петельки у меня закончатся, а это будет примерно в середине, сделать убавление 2 петель. Здесь было 14 рабочих, а затем станет 12 рабочих. Итак, провязываем, пока у нас эти петельки не закончатся. Провязав ряды до меточки, меточку убираем, вязание переворачиваем и делаем убавление в начале ряда. При этом первую петельку снимаем, ее считаем 1, затем провязываем 2 вместе изнаночной, поскольку ряд изнаночный, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 перенесем, чтобы меточку убрать, возвращаем, и 13 и 14 следующую, то есть провязываем 2 вместе изнаночной. Затем переворачиваем вязание. В следующем ряду следует также сделать убавление, чтобы у нас было равномерно. Первую снимаем, следующие 2 провязываем 2 вместе лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и теперь 12 и следующее, 13, 2 вместе лицевой. Затем выполняем вязание рядов. С учитыванием того, что у нас теперь не 14, а 12 центральных рабочих петель. Также провязывание подошвы выполняется не до конца, а несколько петель нужно будет оставить для зашивания пяточки. Несколько это получается количество петель 12, поделить пополам будет 6 плюс 1 кромочная. То есть с этой стороны и с той отметить по 7 петель. 1, 2, 3, 7. Ставим метку
И с этой стороны также. И вяжем центральную часть, пока у нас не закончатся петельки до отметок. Выполнив вязание подошвы до меток, сейчас можно вязание оставить и выполнить сшивание этой части, чтобы здесь получилось таким образом. Я буду делать это после. А сейчас рабочую нить от клубка отрезала и вставила в иголочку. Этой ниточкой я буду сшивать здесь и также эту часть сшивать. Выворачиваю лицевой стороной, складывая внутрь. И теперь буду выполнять сшивание этих петелек. 6 с одной стороны и 6 с другой стороны. Иголочку ввожу в одну петельку и другую, при этом делая узелок. А эти петельки снимаю со спицы. Следующие две в одну ввести иголочку, в другую, парно их соединяем, делаем узелок, снимаем со спицы и узелок затягиваем. Так сшить 6 по одной, одну вот эту крайнюю оставить кромочную. С этой стороны сшивание выполнили, ниточку не обрезаем, но пока освобождаем. Эти петельки переносим на вспомогательную спицу, одну кромочную, оставшуюся с этой стороны, 6 петель. Метку убираем. И с этой стороны семь петель. Большую спицу убираем. Ниточка, которой зашивали кантик, вставили в иголочку. И таким же образом, как выполняли с этой стороны, выполняем здесь. При этом вот эти две петельки, кромочная с этой стороны и первая кромочная с этой стороны, их соединяем и захватываем с самой подошвы одну петельку с протяжки. Делаем узелок и затягиваем. Выполняем сшивание этих петелек до конца. Спускаем и затягиваем. Выполнив здесь сшивание, ниточку обрезали лишнюю, а оставшуюся с этого места обратно вставили в иголочку. Теперь выполняем сшивание заднего шва. Складываем аккуратно лицевой стороной внутрь. Здесь пока можно не зашивать, либо захватив аккуратно крайние. Также узелки не делая. А эта цепочка захватываем ближние
петельки. И тогда на лицевой стороне будет аккуратно. Стараемся иголочкой ниточки захватывать, а не прокалывать их. Вот эти части не захватываем, их будем сшивать отдельно после того, как выполним здесь сшивание, уже на лицевой стороне. После сшивания бокового шва, если ниточка еще достаточно длинная, то можно и ей продолжить сшивание этой части. Дополнительной спицей набираем петельки также через одну между двумя петельками. На этой стороне они лицевые, а на лицевой это 2 изнаночные. Загибаем вязание. И также, не делая узелков, выполняем сшивание. Захватываем петельку, которую подняли на спицу. И захватываем вот эти 2 кромочные петельки. Расположить можно как вам удобно. При этом опять же стараться захватывать саму нить. Целиком. Периодически здесь петельки спускать со спицы, а здесь петельки набирать. И таким образом выполнять сшивание этой части. Захватываем здесь, захватываем здесь. После сшивания этой части ниточки обрезаем. Причем обрезаем не сильно коротко, ну, примерно так. А затем крючком прячем внутрь этой части. И еще таким же движением прячем. Ну а теперь уже эти кончики можно обрезать покороче. Выворачиваем на правую сторону, на лицевую. Теперь ниточку в иголочку вставляем и зашиваем в этом месте. Также можно закрепить дополнительно здесь еще этот кантик. Соединить между собой, прям один раз захватить. И все ниточки, какие есть на лицевой стороне, спрятать их крючком внутрь. После того, как сшивание всех частей выполнили, в принципе уже пинетки они готовы. Но поскольку мы делали отверстие для шнурка,
нужно сделать и сам шнурок. Шнурок можно провязывать любым способом. Я провязываю простую цепочку из воздушных петель, но провязываю ее в 2 нити. Для этого из клубка, из центра, нужно достать вторую ниточку, распутать ее, взять первую ниточку, узелок сделать и крючком номер 2 выполнить цепочку из воздушных петель. Первый шнурок я сделала около 50 сантиметров, и второй точно так же нужно сделать. Вводим крючок сюда и набираем цепочку из воздушных петель. Причем обязательно прослеживаем, чтобы ниточка здесь была ровненькая, между собой не перекручивалась. Выполняем цепочку длиной 50 сантиметров. После того, как вязание шнурка выполнено, его можно вставить и задекорировать дополнительно бусинками, наконечниками, либо еще чем-то. Но обязательно помните все мелкие детали, которые вы пришиваете на детские изделия, должны быть пришиты очень плотно, очень хорошо, либо их вообще не использовать. Вторая пинеточка вяжется точно так же. Они абсолютно одинаковые. Если вам понравился процесс вязания таких пинеток, сам видеоурок в целом, ставьте класс, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы, если они у вас возникли. Также, если вы используете другую пряжу, либо провязали другой размер, тоже напишите в комментариях, чтобы следующие могли это учитывать. Подписывайтесь на мой видеоканал на YouTube. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!